привет. 4 варианта. Определяйтесь, кому что, как говорится. Посмотрим сегодня, как прошел для вас бюллетень. Но лучше бы это было назвать Вальпургиевой ночью. Быстренько заглянем, как прошли ваши ритуалы и что энергии этого праздника, да, изменили лично для вас. О, заказывали, ребят. Выпали карты, которые показывают, что ходили, обращались по вашу душеньку. Да вот так вот. Так, 4 варианта. Пока смотрите, я сейчас сделаю выкладку. Еще такой момент по поводу, ребят, диагностики негатива. Я продляю еще на 1 день, потому что для многих эти вопросы актуальны. Все-таки и оракул теней я возьму. И оракул теней у нас погостит сегодня. Кто там на сердечке ориентируется? Пожалуйста. Кто ориентируется по кучкам, тоже, пожалуйста, можете и то выбрать. Сегодня будет микс. Ну и там посмотрим уже. На этой колоде я более детально, как говорится, посмотрю. Так, стихия воздух. Сюда. Земля. Огонь, вода. Вот так вот. Итак, начнем со стихии воздуха. Все остальные пока что у нас подождут своего звездного часа. Итак, стихия воздух. Давайте, ребят, посмотрим, как прошли ваши ритуалы. Значит так, смотрите, не заиграйтесь с отправлением обратов. Скрывайте свои планы, никому не говорите о том, что вы планируете делать дальше, предпринимать, о чем думаете, свои знания скрывайте. Здесь я вам хочу сказать, ребят, что дали угля, так дали вашим недоброжелателям. Отправили все подчистую им обратно. Ждите здесь финансовый
приток увеличится у вас, это во-первых. Во-вторых, вы набираете уверенность в своей силе. И в-третьих, вам очень серьезные силы покровительствовали в вашей ритуалике. Но сейчас еще уточню кое-что. Здесь ваши недоброжелатели будут хватать по полной, хлебать дальше, как говорится, во всю глотку. Вот все то, что они вам отправляли. У вас здесь еще в новолуние на 11-е, если мне не изменяет моя память, мая, они там еще будут пытаться разрушить вашу связь с высшими силами и с вашим родом, и даже с низшими силами. Поэтому глядите в оба. И вот это будет их последнее ПДД в вашу сторону. Потом, в принципе, сейчас скажу, секунду. Дальше не смотрю, до августа, в принципе, у вас путь свободен. То есть в это новолуние, что будет? Запустите программу разоблачения, чтобы вся грязь, которую ваши недоброжелатели прячут от других, начала всплывать. Ох, их это шандарахнет хорошо. Так что смотрим теперь. Ваш недоброжелатель будет под искушениями через время. А что же ему делать? Делать или не делать для того, чтобы привлечь к себе удачу? Вы остаетесь при своей удаче. Итак, теперь, что меняется в вашем пространстве? Девочки, здесь реально вы найдете ваше общество и мальчики. Здесь прям люди ваших вибраций входят в ваше пространство. Здесь кружок по интересам, давайте я так назову, да. Вы найдете тех, кто понимает вас, и вы поймете, что вы не одни, как говорится, в своем ремесле, в том пути, который вы избрали, выбрали. Здесь прям как вот реально счастье, понимаете, совершенство того времени, той ситуации, которая вас ожидает. Для кого-то здесь даже вы встретите своего партнера. Здесь любовь, дружба. Здесь это вам разрушали в свое время, понимаете? Разрушали, пытались это все
этого вас лишить, а вы выходите все равно к прочной любви, к праздникам. Ну, здесь счастье, понимаете? Здесь счастье в полной мере идет. Здесь большая радость. Здесь, да, ну что вы. Связь с родом, да, отличная. И прям для кого-то переезд, для кого-то личностный рост, для кого-то исцеление, посвящение. Здесь нравственное обновление у человека идет. Переход к совершенству через содружество, через других людей. Вот что поменял этот праздник лично для вас. Забираем эти карты, чтобы они нам не мешали. Хочу еще кое-что посмотреть. Вот от вашего недоброжелателя, который вам это все перекрывал, ребят, ожидайте еще, может, с каким-то предложением влезть в ваше пространство. С лицемерием опять будет привороты пытаться делать и вас втянуть в треугольники, использовать ваш ресурс. Божечки, еще побежит кому-то жаловаться. А потому что у него проблемы в социуме начнутся. Ох, на него много чего навешают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Козлом отпущения сделают по всем фронтам. А если кто захочет этого избежать, посмотрев этот ролик, за благополучием на кладбище побежит помощи просить и из-за жадности новой жизни хочет. Но от жадности других людей по отношению к нему он хочет исцелиться, понимаете? А ему высшие силы потом как-то дадут понять, что, дружок, мы же прекрасно понимаем, что у тебя еще за спиной есть куча ножей, которые ты держишь. У тебя до хрена скрытого умысла. И все, что ты там бегаешь и выпрашиваешь и заказываешь, все это ложится просто как мороками на тебя. Тебя дурачат. Дурачат от этого, ты в нищете и находишься. Короче говоря, ваш недоброжелатель потом начнет заниматься своей жизнью, ребят. Поймет, не поймет, я уже не смотрю, там много чего придется перелопатить человеку в ближайшее время, поэтому пускай, как говорится. Закрывается, а ну-ка хочу посмотреть, закрывается от того, думает, на него кто-то что-то лепит, поэтому ему плохо, ему нужны обереги. Денежку могу дать, только защитите меня, пожалуйста. Не уверен, от кого идет. Ну, понятное дело, не уверен, что. Сущей вокруг себя понаплодил, а теперь уверенности ищет, да? Это ж, блядь, нелогично. Так. А ну-ка. Хотя нет, не а ну-ка. Не хочу.
Давайте-ка так, ребят, посмотрим. Тот человек, на которого он думает, идет ли приворот, и тот, о ком он, ну, не хочет верить в то, что это этот человек. И еще есть и даже третья персона, насколько я вижу. Итак, на кого он там думает? Делает? Нет. Здесь летят обраты за его деструктив по отношению к этому человеку. Здесь ты просто, дружище, расплачиваешься за свои долги. От того, на кого не подозревает, может быть, это, кстати, его партнер, просто-напросто в треугольниках. Понимаете, использовали этого человека, вашего недоброжелателя. И третья персона уже влиять не может ввиду, видимо, своего состояния здоровья. Да, не получается магия у третьего человека, занят человек там своими проблемками. Вот так вот, ваш недоброжелатель еще там, как я уже говорила, пони бегает по кругу, пускай бегает. Вот так вот стихия воздуха для вас. Бельтейн прошел. Бельтайн. Как хотите, называйте. Идем дальше. Итак, давайте стихия огня у нас. А так, стихия огня. Как для вас прошел... Ой, здесь защиты люди выставляли. Здесь защиты, защиты и защиты, да? Вашим недоброжелателям ага, почиститься ваши недоброжелатели не могут. Ой, а просят. Возможно, кто-то из них к роду вопрошает, но дело в том, что род так смотрит. Я еще открою этот момент. С защитами. Что там по защитам у вас? Отлично все. Отлично, ритуал прошел по защитам. Так, куда у вас идет трансформация? Ну, вы здесь будете искать себя, свое место под солнцем, как говорится, да? Здесь вы будете входить в состояние перехода, вы очищаетесь. И вы, кстати, ребят, вы знаете, вам показывают вашего недоброжелателя для кого-то во снах. Вы знаете, кто это. Вы очищаетесь от этого жгута. У вас здесь может быть в денежной сфере остановка. Почему? Потому что есть законы мироздания, которые вы хрен под себя подогнете. Потому что так надо, вы должны понять себя. Это чистка. Значит так, не ведитесь ни на какие провокации, особенно по отношению к вам от ваших недоброжелателей. Потратьте время на свое хорошее настроение. Здесь вам еще какая-то новость будет явлена. Новость о том, куда вам двигаться. Вам дадут подсказки, определенные силы. Но я вам хочу сказать, что да, мешать вам ваши недоброжелатели еще будут. Будут крадники лепить из-за своего эгоизма на вас. Так что подстраховывайтесь и будьте, как говорится, к этому готовы. И будьте во всеоружии. Так, хочу посмотреть еще по вашему этому деструктивщику. Человека закрыли.
тоже в треугольниках находится. Короче, есть люди, которые его используют, и которые на него накидывают свои проблемы, заставляют его их решать. Кстати, на него кто-то переклад еще мог сделать. По высшему суду человеку ломают его волю за его договора. Договора были на то, чтобы другие получали проклятие, а он исцелялся. Не болел, деньги к нему, чтоб текли рекой, его все любили, обереги себе делал. Человек думает, что он, значит, духовным становится, чему-то обучается. Чего обучаешься? Угу. Как через неупокоенных защиты себе ставить и от болезни хочет себя защитить. Ой, как ему не нравится то, что вы поднимаете себя по вибрациям. Здесь прям, знаете, языком, ну, хрен, да, он без костей, как говорится. Как метла, понимаете, работает. Хочет быть выше других. Разочарования будут, его в жертву будут вводить обстоятельства, его окружение, особенно что касаемо его договоров, встреч, заключения нового сотрудничества. Здесь тоже вашего недоброжелателя предупредят. А ну-ка, мне идет... Мать моя женщина. Смотрите, к вашему недоброжелателю придет интересный момент, но разберется он или нет, это вопрос второй. Значит, из светлых сил, в каком образе придет, я не знаю, покажет, что благополучия в твоей жизни вообще по всем фронтам нет из-за того, что ты в свое время был кем-то сдвинут со своего пути, со своей судьбы, и ты этого признавать, понимать не хочешь. А вторая энергия, которая от темных, даст откровение о том, что ты придурок колхозный, пошел, заказывал магию, якобы на свое благополучие, а по итогу работы на кладбище привели только к тому, что иллюзии твои рушатся, и рушиться будут дальше. Смотрите, помните, я вам говорила, расклад был по 13-му сеансу на 7 чакр. Я говорила, что силы никогда не отпускают высшие, они всегда придержат. Но это не означает, что они не будут, как говорится, заставлять человека работать, да? Поэтому здесь такой момент. Предупреждение получат, сделают выводы, окей. А если не сделает выводы и будет дальше гнуть свою линию? Будут все его использовать как тряпку, да и все. По жизни он будет винить опять же таки кого-то, но не себя. Итак, стихия воды у нас почему-то сейчас вот сюда вот пришла. Что у вас? Хорошо, вернули все свое. Мальчики и девочки, здесь вы вернули все свое себе. Для кого-то даже здесь, кто вам на внешность сделал, вот это будет возвращаться к вам обратно. Будете чувствовать себя очень молодо и прям как... Здесь вот реально самооценка у кого-то поднимется. Ребят, по стихии воды здесь привлечение... Ну, понимаете, здесь нет, здесь не привлечение у вас.
Не то. Здесь вы обретаете уверенность в себе, вы делали чистку, к вам возвращаются определенные ваши ресурсы. Благодаря этому вы обретаете власть над какой-то ситуацией. Касаемо денег у вас идет подъем, и вы получаете ваши дары судьбы. Причем вы об этом узнаете, вам какая-то весть будет. Либо заключение новых договоров, либо кто-то из рода к вам что-то подкинет. Здесь десятка пентаклей. Куда вы идете? Ну, куда вы идете? Во все хорошее вы идете, ребят. Здесь благосостояние, семья, доходы. И все, как говорится, при вас остается. Будут еще свои моменты, но то дело такое, они всегда будут. Здесь кто-то вас в безденежье сажал, а вы вырываетесь и выходите дальше. Да, отлично, выходите в свою стабильность и опа. Опа, 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 опа. С темными работали, хорошо поработали. Здесь на вас прям накидывали кое-что. Хотели, чтобы вы ушли от чего-то, но здесь, понимаете, кто-то хотел, для кого-то проиграется так, что хотели, чтобы вы ушли из семьи, либо вас просто выпереть из семьи, не получится. Для кого-то кто-то хотел вас из бизнеса турнуть, не получится. Кто-то хотел ваши ресурсы забрать, пиндюлей отхватит. Здесь по стихии воды все прям классно. Здесь стабильная работа через мир мертвых. Здесь конкретно. Здесь работа через мир мертвых. Здесь вы прям как отрекаетесь от какого-то человека из своего пространства, вы просто турнете нахрен. И слишком он над вами давлел, понимаете? И здесь именно из мира мертвых придут и прям вам дадут понять о том, что вы должны отречься от этого персонажа в вашей жизни. И тогда дары судьбы вам пойдут в ваши руки. И здесь вы получаете оберег и защиту от того, чтобы находиться в роли жертвы. Постоянно кому-то что-то, для себя нет. Принимаете решение. Либо кому-то будете обращаться, либо это кто... Ну, нет, здесь больше мне идет, что кому-то вы будете обращаться за помощью. Или обращались. Чтобы поставить... Короче, чтобы реально отправить недоброжелателю все обратно. Одному лжецу, как говорится, да, или кто-то из наставников вам ваших, здесь как духовный учитель, может быть, вам как бы поможет в этом. Расскажет о том, что у вас было, помрачение, как говорится, 6-й чакры, не давали вам увидеть ваш истинный путь. Под проклятиями, конечно, вы были, у людей был скрытый умысел, вы пока стоите на распутье, не берете учение, свою силу, свою мощь в свои руки. И причем эти недоброжелатели ваши, знаете, что делали? Они все время давили на жалость. Ой, я бедный несчастный, я преданный, меня все обижают, помоги, помоги. Эти проблемы, свои проблемы на вас накидывал, но, видать, пришел кончик этому всему, вас выводят из этого. Так, 2 потока.
Кто-то из тех, кто выбрал этот вариант, сами влезли в свое время, делали на кого-то приворот, хотели этого человека к себе подтянуть. Результаты, в принципе, вы уже увидели. И дело в том, что второй вариант на вас сделали, да? Вы как бы с себя это снимали. Вот те, кто делал приворот на кого-то, ну, тут у вас предки рода вашего, вас и поставили в такую позу, чтобы вы немножечко, да, подсняли свои розовые очечки, да. Здесь просто человек мог, знаете, почему делать? Прям жадно уцепился за какого-то персонажа и мое. Может здесь, кстати, быть практик, который вот, ну, занесло на повороте, ну, что скажешь. Занесло на повороте, решил, что я вот сейчас хоп-хей-ла-ла-лей, порешаю, и все будет окей. Нет, границы дозволенного. Здесь практик, который мог переступить границы дозволенного. И параллельно с этим, и еще у человека... Человек еще ходит и высшего суда требует от, ну, через погост требует вот этих сил, чтобы восторжествовала справедливость. Короче говоря, видимо, чуть занесло не туда, и теперь ходит и сам себя снимает, и, короче, разруливается эта ситуация планомерненько, понемножечку. Откровения приходят, откровения о том, что вы были узником определенной ситуации, теперь исцеляетесь. Что вы набокопорили, что влезли в такую проработку? Кто выбрал стихию воды? Ребят, те, кто не делал никакого деструктива, вы уже услышали о вашем недоброжелателе, по сути дела. Возможно, я сейчас описываю его характер, да? Параллельно, что идет по потоку. Здесь человек, который вот это все нахеровертил и использовал деструктивную магию на волю другого, до того, как встретить вот этот кармический свой урок, здесь практика однозначно. Кто-то, кто практикует. Он неупокоенные души лицемерно подсадил другому человеку. Здесь этот персонаж кому-то реально сердечную чакру затронул. Не обязательно, что это был другой партнер. Здесь может быть друг, товарищ. Вы обидели какого-то человека, врылись в эту проработку, но сейчас как-то выходите. Тоже запас благости есть, как говорится, вас провели по вашему пути развития. Видимо, вы что-то там смекнули и начали решать эти вопросы. Причем тот, кого вы обидели, человек знает будущее. Там человек тоже практик. Вам бы прощения попросить. Вы решили, что вы выше того человека, обидели, да? Ну, как вам нравится урок, результат вашего поступка? Я же всегда говорю, все всегда будут нести ответственность. Хотите вы этого за свои поступки, либо не хотите? Каким это будет методом, поверьте мне, высшие силы умеют удивить. Вы еще этого человека и обсуждали, еще и там они в упокоенных подсылали. Ой-ой-ой-ой, ну набокопорили, вот отрабатываете, как говорится, да? Отрабатываете. Ну, смекнете хорошо, не смекнете, значит, не смекнете. Тут дело такое. У меня тут ощущение, что вот этот человек, который делал деструктив приворотных приворотной направленности, ему много чего еще нужно проработать. Он там родовую систему свою отмывает, давайте я так скажу. И отсюда
как говорится, весь сыр-бор. У этого человека есть запас благости. Там не совсем конченый персонаж, но опять же таки расклад общий. И здесь уже на 4 потока делится информация. Для кого-то есть и конченые люди, а для кого-то есть и адекватные, которые еще в состоянии работать над собой. Давайте я вот так вот скажу. И, наконец-то, у нас стихия Земли. Давайте-ка, что у вас тут? Как прошло ваше? Отлично прошло. Здесь кто-то, кто по отношению к вам был крайне надменен и вкидывал подлость в ваше пространство из-за своей надменности. Прям атаки были магические. Здесь прям получил по башне человек хорошо. Вы входите в период, где вы будете крайне значимы в пространстве, как для самого себя, так и для других людей. Вы здесь будете просчитывать, что вам выгодно, а что невыгодно. Что нужно впускать к себе в жизнь, а что нет. Ух ты, здесь у кого-то прям жесткие трансформации в плане финансов будут. В лучшую сторону. Ребята, вот здесь вообще стихия Земля, Бомбей. Здесь, как говорится, отстрелялись по полной программе. У вас давно это, извините меня, подпизживали ваш финансовый канал. Да, здесь работа с мертвыми, с миром мертвых. Но дело в том, что, видимо, уже эта подлокина вас поддостала, да? Здесь хорошо у вас, здесь просто, не дать не взять. Вы здесь соединяете, здесь человек, который соединяет в себе инь и янь, мужские и женские энергии. Прям вот в баланс вы приходите. Вот этот недоброжелатель, он вас, сам того не ведая, понимаете, сгармонизировал. В итоге вы вышли на то, чтобы войти в свой внутренний баланс, в первую очередь, сами с собой. Итак, давайте посмотрим, что там у вас еще. С этим человеком вы очень долго общались, он во многом вас обманывал. Также хотел с помощью лжи на какой-то заведомо, знаете, такой, как на крючок подсадить. Вот такого вот плана, и там еще нахеровертить в вашу сторону. Он заключал договора, причем он к кому-то обращался за колдовством. Потому что его ломают, всего бедного. А его предки, духи его рода, его же в жертву и втягивают. Почему? А потому что скрытые умыслы нехер иметь по отношению к другим людям. Это сейчас не так легко все проходит даже для вашей родовой системы. Человек болеет. Вот он обратился к кому-то и тут же заболел, понимаете? И здесь моментальная расплата за его деяния. Защиты слетели с него напрочь. Там этот практик его засадил сам, тот же практик, к кому он обратился, снял с него защиту. А зачем это практику? Ага, добрый вечер, да, бумеранг называется. Слушайте, этот практик, короче говоря, поступил по отношению к вашему недоброжелателю так, как он поступил по отношению к вам. Вот он у вас тырил финансовый канал, а практик говорит: слушай, а через тебя неплохая такие новая жизнь меня ожидает, да, я сейчас тут поработаю, как бы больше получу с тебя, чем я там. И за то, что, ты мне оплати, я типа сделаю, да, но с тебя я тоже поимею.
Ой. Новостей ждет, что у него все классно. Я вам хочу сказать, что этого человека, вашего недоброжелателя, будут многие предавать. Он тут говорит: слушай, давай-ка рать мертвецов подними, а мне надо, чтобы мои враги пали. Ага. Ага. Очень много вас обсуждал, хотел быть выше вас, считал себя выше вас. И все это закрывается, знаете почему? Потому что человек в болезни начинает что-то там понимать. Начинает понимать, что не к тому обратился, не то просил. А надолго ли это понимание? Ну, его, конечно, общество пополощет. Ой, пополощет хорошо окружение. Начнут такие же в пространстве быть люди, как и он сам, которые только будут растягивать его по сторонам, как тряпочку. Девочки и мальчики, ваш недоброжелатель, пройдя вот эту всю белиберду, знаете, что смекнет? К вам опять сунется. Почему? Потому что ему нужны знания, с помощью которых вы выставили для себя вот те защиты, которые вы имеете. Понятно? И только он об этом подумает и рыпнется. Дальше не хочу смотреть, опять же таки, много чего, и смотрят много человек, у каждого свой момент. Потому что тут есть разделение на группы, как что пойдет. И здесь, знаете чего? Только он подумает, и его хлобысь сразу же. То есть нормально так. Ну, здесь кто-то из вас прям упечатал своего недоброжелателя. А ну-ка. Девочки и мальчики, там побежит опять. Побежит. Говорит: освободи меня, я тут узником быть не хочу, денежки тебе заплачу. А тут его высший суд встретит и говорит: за жадность тебе, да, берегов хочешь. Они его предупредят. И по итогу человек войдет в кармическую отработку, его высшие силы предупредят об этом, что твои иллюзии, дружище, это всего лишь твои, блядь, иллюзии. И ты действительно будешь повышать свои вибрации, хочешь ты этого или не хочешь. Хочешь хорошо жить? Ну, пожалуйста, давай вперед, работай над собой. И он должен будет принять решение. Но судя по тому, что человек здесь тоже из области поняшки, по кругу бегающий, он еще будет бегать, обращаться там, пытаться это все как-то разрулить, и тем самым сам себя просто высшие силы на это посмотрят и скажут: слушай, ты дебил или притворяешься? Мы же тебя предупредили, мы тебе давали знаки. Какого ляда ты делаешь? Вот. И тогда они посмотрят и скажут: так, давай-ка ты, наверное, в кармические проработочки пронырни. Раз ты, не догоняешь предупреждений, тебе срано на это, ты пытаешься прогнуть Вселенную, которая старше тебя на 12 миллиардов сотен лет, да? Ну, давай, мы посмотрим, как оно у тебя зайдет, не зайдет. Так что, как-то вот так вот. По вариантам у нас, ребят, получилось. Пишите, у кого как что проигралось. Будет интересно. Ой, хорошее продвижение. Для многих здесь, многие из вас птицу удачи поймают.
И то, что у вас было крадено другими людьми, оно будет вам возвращено. Возможно, не так, как вы предполагаете, либо не в той сфере. Ну, как-то необычным образом оно к вам вернется. Кому-то из вас придут, будут прощения просить, но дело в том, что это уже, как говорится, совершенно другая история. Вот. Вы там при своей власти останетесь в любом случае, понимаете? Вы все равно останетесь при том, что должно принадлежать вам. Многие деструктивники, они не понимают, что для каждого есть свой трон. И на чужой базариться не надо. Но они выбирают то, что они выбирают, а мы делаем выводы. Да, как говорится, учимся на примере дурачья. Итак, ребят, на сим я с вами завершаю беседу. И желаю вам добра этого мира по обычаю. Пока-пока.